Здравствуйте! Как вы уже знаете, 7 февраля 2024 года Владимир Путин дал двухчасовое интервью американцу Такеру Карлсону. Реакция на это эпическое событие, мягко скажем, многополярная. Чего хотел добиться Путин, отвечая на вопросы американца? Что хотел Карлсон, записывая путинский бред? Достигли ли оба своих целей? И много чего еще хочется спросить у этих собеседников и получить честный ответ. Как это расценивать? Давайте попытаемся разобраться в этом всем. Когда держава-террориста именно так воспринимает сегодня Россию цивилизованный мир, нападает на свою жертву, то, ясное дело, речь может идти о работе переговорщика. Именно в роли переговорщика в этом интервью выступал Карлсон. В качестве представителя террориста в данном случае выступил Путин. О чем просил и на чем настаивал Путин? Путин настаивал на переговорах со своей жертвой, то есть с Украиной. Но жертва, как оказывается, абсолютно не желает переговариваться с Путиным. И мало того, мечтает нанести террористу стратегическое поражение. Для материализации своего замысла жертве, то есть Украине, требуется поддержка стран Запада. И именно этой поддержки террорист Путин мечтает лишить свою жертву, то есть Украину. Очевидно, что террорист, как обычно, ищет оправдания своей преступной деятельности. Но найдет ли он это оправдание? Думается, что нет. Какие аргументы использует главарь российской террористической банды Путин? Это прежде всего история. В этом вопросе, как оказывается, Путин даже превосходит своего собеседника, который имеет высшее историческое образование. Но данное обстоятельство никоим образом не позволяет утверждать, что историческая аргументация Путина безукоризненна. Именно в ошибочности исторической аргументации, то есть в ложности апелляции Путина к историческим обстоятельствам, и кроется игла со смертельной инъекцией, предназначенная Путину как главарю русских террористов. Оппонентом Путина в террористическом спарринге выступает Зеленский, не желающий решать затянувшийся военный конфликт при помощи уступок государству-террористу. Но, как ни странно, в историческом плане историческая доктрина Зеленского практически ничем не отличается от исторической аргументации его оппонента. То есть я хочу сказать, что идеологически Зеленский и Путин – это близнецы-братья. И тот, и другой считают себя наследниками русской государственности на территории Украины. Поэтому многими, в том числе Карлсону, никак не вдомек, с чего бы это затеялся такой нешуточный военный конфликт между Путиным и Зеленским и, соответственно, между Украиной и Россией. Как явный трампист, Карлсон свято верит в то, что его кумир, то есть Дональд Трамп, с легкостью сможет длящийся уже 10 лет вооруженный конфликт остановить. И Путин подсказывает Трампу, как возможному будущему президенту США через Карлсона: вы, дескать, прекратите поставки вооружений Украине, и все быстро закончится. Но поступит ли так Трамп, неизвестно. Попытка найти простое решение сложного вопроса уже явилась в 2022 причиной начала горячей фазы конфликта. Эта попытка имела формулировку «Киев за 2-3 дня». Как и Трамп обещает, 2-3 дня и конфликт будет исчерпан. Но так ли это будет в действительности? Вряд ли. Далее Путин, как обычно, рядился в овечью шкуру, прикидывался буржуином, жаловался на то, как его обманули,
Но этот путинский гамбит никого и ни в чем не убеждает и убедить не может. Русский дух, дух агрессора и исконного оккупанта Украины – вот что на самом деле движет Путиным, и это невозможно скрыть. Это интервью, как вполне справедливо заметил канцлер ФРГ Шольц, имея в виду интервью Путина, это просто насмешка над реальными деяниями, совершенными Россией в Украине. Путин, сказал Шольц, рассказывает абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны, то есть абсолютно ясная причина войны – это желание президента России аннексировать часть Украины. И все истории, которые рассказывают по этому поводу, ничего не меняют относительно того, что именно это желание аннексии является целью его, Путина, империалистических устремлений, подчеркнул канцлер ФРГ. Добавив, что война в Украине может закончиться в любой момент, но не так, как это представляет себе Путин путем капитуляции Украины, а в результате того, что он сам, то есть Путин, прекратит эту позорную войну и создаст условия для мирного решения. Но вернемся к истории. Путин отрицает существование украинцев как этноса. Он утверждает, что украинцы – это русские, проживавшие в составе польско-литовской державы. Самое курьезное здесь то, что ни Зеленский, ни украинские националисты, осуществляющие принудительную украинизацию граждан Украины, это не отрицают. И не по этому ли поводу дважды в ходе путинского интервью хихикал Карлсон. Идеологический конфликт между Зеленским и Путиным в реальности может быть спозиционирован как конфликт Украины-Руси с Московией-Русью. Но вот незадача. Если взять христианский аспект проблемы истории государственного строительства на территории Украины, то оказывается ни Зеленский и ни Путин абсолютно не хотят брать во внимание существование на территории Украины в дорусский период суверенного христианского государства. А такое государство существовало, и умалчивать о его существовании в условиях продолжающегося военного конфликта между Украиной и Россией является преступлением по отношению к памяти предков граждан Украины. Это преступление является нарушением 5-й заповеди закона Божьего, требующего почтительного отношения к отцу своему и матери своей для того, чтобы иметь возможность пользоваться материальными благами и быть долголетным на земле. Именно преступление Зеленского и Путина против 5-й заповеди закона Божьего является действительной сакральной причиной российско-украинской войны, а не пресловутые Рюриковичи, оккупировавшие территорию, на которой жили предки современных граждан Украины. Поэтому прежде всего и Зеленскому, и Путину следует вспомнить о существовании на территории Украины христианского государства в дорусский период и перестать бредить украино-русской и москово-русской идеологией. Я со своей стороны прекрасно помню и знаю, что в дорусский период на территории Украины, а именно в Поднепровье, Приазовье, в Крыму, на Дону и на Кубани в VII веке, то есть за 200 лет до появления на территории Украины Руси, было образовано суверенное христианское государство Великая Болгария. Хан Великой Болгарии Кубрат, имевший титул патриция, то есть законного христианского правителя, похоронен на территории Украины, в селе Малая Перещепино Новосанжарского района Полтавской области. Артефакты из захоронения хана Кубрата, а именно 25 килограмм золотых и 50 килограмм серебряных артефактов, хранятся в Эрмитаже Санкт-Петербурга. Поэтому Зеленскому и Путину
стоит ставить памятники не Владимиру, не Ольге, не Святославу и не Рюрику, а хану Кубрату, которого и следует почитать как первого правителя христианской державы на территории Украины. Русь же выступила в качестве реоккупанта территории Великой Болгарии, и именно в этом качестве и должна эта Русь определять свой статус на территории Украины. В этом смысле особую роль в замалчивании исторического факта образования на территории Украины христианской державы во главе с ханом Кубратом имеют церковные институты Украины и России, а именно РПЦ, УПЦ и ПЦУ. Именно эти институты внедряют в сознание своей паствы ложные нарративы о том, что якобы Русь привнесла на территорию Украины христианскую государственность. И до тех пор, пока лжеучителя в церковных рясах не перестанут неправо править слово истины христианского государственного строительства на территории Украины, до тех пор на Украине сохранится почва для насилия и геноцида граждан современной Украины. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.